В третьем выпуске нашего сериала про Чернобыль мы расскажем о военных объектах Чернобыльской зоны отчуждения, а точнее об одном крупном комплексе, который в 2021 году вошел в список исторических памятников Украины. Это самый крупный и наиболее интересный военный объект зоны отчуждения – ЗГ-РЛС «Дуга». Огромный радиолокационный комплекс, что находится в 12 километрах от города Чернобыль. Про дугу в интернете ходит множество различных слухов и мифов. Первый миф рассказывает, что дуга была каким-то страшным излучателем и даже якобы зомбировала людей. Этот миф был обыгран в компьютерной игре Stalker, в которой антенны дуги стали прообразом фантастического выжигателя мозгов, который зомбирует каждого, кто подбирается близко к антеннам. На самом деле антенны дуги ничего не излучали. Это была приемная позиция радиолокационной станции, но передатчик для нее находился в Любиче-2, расположенном примерно в 60 километрах. Вторая легенда утверждает, что Чернобыльская АЭС была якобы построена в этом месте именно из-за дуги, чтобы снабжать электричеством такие огромные антенны. Это не более чем миф. Минобороны СССР начала строить дугу до начала строительства ЧАЭС, что даже вызвало небольшой конфликт между Минобороны и Минсредмашем, который возводил атомную станцию. Третий миф гласит, что дуга была тесно связана с Чернобыльской АЭС, и якобы авария на ЧАЭС была выгодна тем, кто хотел вывести дугу из строя. Но на самом деле от Чернобыльской АЭС дуга не питалась, линии электропередач к ней шли с совсем других направлений. Реальные тайны дуги намного более прозаичные. Во-первых, весь радиолокационный комплекс поставили немного не в том месте. Во время магнитной бури станция не видела практически ничего. Во-вторых, рабочий потенциал станции был небольшим. Сигнал долетал с задержкой и большими шумами. Ну а в-третьих, к 1986 году станция уже не работала. После 6-й серии доработок дуга так и не прошла госприемку. Для тех, кто немного разбирается в радиоэлектронике, в устройстве дуги нет ничего сложного и таинственного. Весь комплекс состоит из двух блоков антенн, длинноволновых антенн высотой в 150 метров и коротковолновых высотой в 100 метров. На мачтах антенн смонтированы симметричные вибраторы. Их пара составляет так называемый диполь Найденко. Сигнал из каждого диполя уходил в отдельный кабель, который приходил на стойку с оборудованием, размещенную внутри крытых сооружений дуги. Специальный приемник компьютера мог переключать каждый диполь, меняя диаграмму направленности. Ну а в главном коммуникационном центре дуги сигнал собирался вместе, кодировался и затем отправлялся на цифровую обработку.
Сейчас мы входим в длинный коридор кабельного коллектора, под фальшполом которого можно увидеть остатки перфорированных лотков кабелей-гонов. Некогда здесь были уложены кабели, по которым сигналы с антенн дуги попадали на обработку. В части этих помещений располагались только лишь приемники сигнала, в других шла обработка и определялся его пакет. Ну а затем сигнал приходил на вычислительную машину, с которой в раскодированном виде шел для дальнейшей работы. В сейфе одного из помещений еще и сейчас можно увидеть остатки некогда секретной документации, журнал маршрутизации кабельных трасс для их дальнейшей доработки. Сердцем всего комплекса является вот этот большой зал высотой в 2 света. Это остатки командного пункта с таблом техсостояния приемного комплекса. Отсюда когда-то шло управление всем объектом. Вверху была механическая карта, которая показывала, куда именно направлена станция. Эта информация, кстати, была сверхсекретной, и карта закрывалась шторкой. Рядом можно увидеть вот такой пульт управления ЭВМ, а также остатки компьютеров 70-х годов, работающих на феррит-транзисторных ячейках. Здесь же находится и техническое описание операционной системы Кипарис, которая содержала базу знаний и умела работать в режиме диалога с оператором. Мы идем дальше и попадаем в учебные классы для солдат срочной службы. Именно здесь им рассказывали об ионосфере, о принципах работы дуги и об агрессивных планах блока НАТО. Для обслуживания всего комплекса на территории была отдельная трансформаторная, котельная, а также большой гараж и мастерские. В непосредственной близости к антеннам дуги есть небольшой военный городок Чернобыль-2. В городке, застроенном типовыми пятиэтажными зданиями, некогда была расквартирована воинская часть номер 74939 численностью около 1000 человек, которой командовал полковник Владимир Мусиец. И такая большая численность личного состава становится понятной, если изучить реальные масштабы всего объекта. Где-то на окраине Чернобыль-2, вплотную к опустевшим пятиэтажкам, стоит заброшенное пожарное отделение, в актовом зале которого сохранился очень интересный самодельный макет диорама, который некогда использовался пожарными для ориентирования на местности. Глядя на него, становится понятно, что антенны дуги и все вспомогательные сооружения – это лишь часть огромного военного комплекса, который простирается в лесном массиве на многие километры. Туда мы сейчас и отправимся.
нескольких сотнях метров от антенн дуги расположена станция дальней космической связи. Она занимает отдельно стоящее двухэтажное сооружение, возведенное из серого силикальцитного кирпича. Во внутренних помещениях сооружения сохранились остатки оборудования и альбомы с техническими описаниями, а также большой стенд с описаниями организации боевого дежурства на узле связи, датированный 1977 годом. Стенд валяется среди мусора и остатков шумоизоляционных панелей. Здесь расположен объект под названием ВНЗ-Круг. Это была пассивная система зондирования атмосферы, дополняющая приемную позицию дуги. Если посмотреть на ВНЗ-Круг сверху, то можно увидеть остатки двух кругов антенн, между которыми был экран. В комплексе стоял хороший приемник, что позволяло переключать направление приема на все стороны света. То есть фактически круг использовался для более точного определения координат возможных пусков ракет. Внутри помещений ВНЗ-Круг темнота и следы пожаров, а также остатки компьютерных шкафов и каркасов блоков аппаратуры. Подземные сооружения Круга сейчас скованы льдом, который тает только в середине лета. Некогда в этих подземных сооружениях спали солдаты, что несли здесь вахту после эвакуации 1986 года. В последние годы СССР журналистские поездки в Чернобыльскую зону сопровождались сотрудниками КГБ, и на вопрос «А что же это за сооружение возвышается над лесом?» сотрудники отвечали: «А это у нас недостроенная гостиница». Ну а в наши дни ЗГ-РЛС «Дуга» и все сооружения этого военного комплекса – это своеобразный памятник давно не существующему СССР и не случившейся ядерной войне.